Друзья, вас приветствует канал Фактограф. Сегодня на повестке дня необычные обитатели нашей планеты, а именно земноводные или амфибии. Эти удивительные позвоночные существа часть жизни проводят на суше, а часть в воде. В мире насчитывается около 7700 видов земноводных. Мы познакомим вас с самыми крупными представителями этого животного мира. Но перед этим поведаем о доисторических существах, обитавших на Земле более 385 миллионов лет назад. Тогда огромные амфибии господствовали на планете. Самые большие особи вырастали до десятков метров в длину, а средние размеры колебались в районе 2 метров. Современные земноводные не такие крупные, но все же и среди них встречаются гиганты. Ловите наш топ-10 самых больших земноводных. Поехали! Китайская и японская исполинская саламандра. Самая крупная земноводная на Земле. Китайская исполинская саламандра. Она может достигать 2 метров в длину и весить до 70 килограммов. Отличается весьма специфическим внешним видом с плоским туловищем, крупной широкой головой, довольно толстыми и короткими конечностями. Ее глаза не имеют век и очень плохо видят, но саламандра отлично улавливает малейшие колебания воды, что помогает ей с легкостью охотиться на лягушек и рыб. Благодаря медленному обмену веществ эти существа могут довольно долго обходиться без пищи. Обитают на востоке Китая в горных ручьях и реках с холодной водой. Ведут ночной образ жизни. Официально зарегистрированный рекорд продолжительности жизни саламандры составляет 100 лет. Саламандры находятся под угрозой исчезновения из-за того, что являются деликатесом, и их часто используют в китайской народной медицине. Японская саламандра немного меньше по размеру, чем китайская. Внешне они очень похожи, и отличить их может только специалист по особому расположению бугорков на голове. Сейчас отлавливать саламандр запрещено, а раньше их употребляли в пищу как обычную рыбу. Удивительная особенность этих существ состоит в способности к регенерации и в умении издавать необычные звуки, похожие на лай собаки или плач ребенка. Именно поэтому в древневосточной литературе саламандру называли «рыба-ребенок». Японская саламандра практически исчезла из дикой природы. Сегодня ее разводят в специализированных питомниках для сохранения и увеличения численности популяции. Лягушка-голиаф. Это крупная земноводная, относится к отряду бесхвостая. В дикой природе обитает в Западной Африке, в Камеруне и экваториальной Гвинее. Любит водопады и реки с быстрым течением. Большую часть времени проводя у берега. Насыщенные кислородом водоемы, влажные леса и подходящая температура воздуха – все это благоприятно сказывается на размножении данного вида. Голиаф вырастает до 32 сантиметров в длину и может весить более 3 килограммов. Длина лягушки от морды до задних лап может достигать 90 сантиметров, а самые крупные особи весят около 6 килограммов. Лягушки хорошо прыгают, могут преодолеть расстояние до 3 метров за один прыжок. Удерживаться на скользких камнях лягушкам помогают специальные присоски, которые находятся на кончиках пальцев передних лап. Самки отличаются от самцов размерами, они немного крупнее. У этих лягушек хороший слух. Самцы привлекают самок особыми звуками, напоминающими свист, так как у них нет вокальных мешков. Голиаф ведет ночной образ жизни. Это существо способно до 15 минут находиться под водой. Взрослые особи питаются пауками, ракообразными и крупными насекомыми. Могут даже словить небольшую змею. Головастики питаются растительностью, они травоядные. Количество вида ежегодно уменьшается из-за отлова животных браконьерами для частных коллекций, из-за употребления лягушек в пищу местными жителями, отравления рек для добычи рыбы и разрушения естественной среды обитания. Несмотря на то, что многие представители вида живут на территории национального парка, их численность остается критической. Сегодня лягушка-голиаф признана исчезающим видом. Олиганский скрытожаберник. Олиганский скрытожаберник не такое большое земноводное, как вышеперечисленное, но все же он является самым крупным в своем семействе. Вырастает до 75 сантиметров в длину, весит около 20 килограммов, проводит все время на дне рек и водоемов. Дышит через кожу благодаря волнистым складкам, но имеет легкие, которые помогают удерживаться на плаву. Его рацион составляют черви, рачки и насекомые.
Его окрас от серого до черного цвета. По всему телу светлые и темные пятна. Имеет длинное сплюснутое туловище, массивный широкий хвост, большой рот и широкую приплюснутую голову. Это прожорливое существо обитает на юго-западе Северной Америки, где его называют болотным дьяволом. Как правило, селится в небольших реках и ручьях с быстрым течением, каменистым дном и водой, насыщенной кислородом. Скрытожаберник все время проводит в воде на глубине около 1 метра. Ведет ночной образ жизни, отличается ловкостью и способен словить даже самую проворную добычу. Самец строит гнездо в период размножения, который приходится на конец лета. Он охраняет отложенные самкой яйца, оплодотворив их. Роль заботливого отца скрытожаберник выполняет около 3 месяцев, до появления головастиков. Исполинская червяга или червяга Томпсона. Это странное существо, одновременно похожее на змею и червя, относится к земноводным, к семейству настоящих червяг. Исполинская червяга крупнейшая в своем роде. Она может достигать 1,5 метра в длину и весить около 1 килограмма. Это самая крупная безногая земноводная. Обитает в тропических и субтропических лесах в Южной Америке. Живет под землей. Бразильские ученые обнаружили, что это единственные земноводные, которые выделяют яд еще и зубами, а не только кожей. Червяги слепы, но отличаются отличным осязанием и обонянием. Яйца откладывают в землю, а не в воду, как другие земноводные, увлажняя кладку слизью. Иглистый тритон. Иглистый тритон – один из крупнейших видов тритонов. Он относится к отряду хвостатых земноводных из семейства настоящих саламандр. Имеет бугристую кожу со множеством желез, короткие лапы и голову, похожую на лягушачью. Его особенностью являются выступающие по бокам заостренные концы ребер, которые тритон использует в случае опасности. На концах ребер выделяется яд, который вызывает жжение и раздражение в пасти хищника. Иглистый тритон обитает в Испании, Португалии и Марокко. Ведет дневной образ жизни, способен несколько лет подряд находиться в воде, не покидая ее. Селится в пресных, спокойных и глубоких водоемах. Питаются головастиками, насекомыми и червями. Лягушка-бык. Эта земноводная вырастает до 25 сантиметров в длину, а некоторые крупные особи могут достигать веса до 3 килограммов. Обитает в восточной части Северной Америки. Отличается мощными длинными задними лапами. В рацион лягушки входят мальки, головастики, грызуны, лягушки, насекомые и иногда даже мелкие аллигаторы. Свое название лягушка получила за схожесть громкого рева самцов с ревом быка. Особенно громко самцы ревут в брачный период. Превращение головастика во взрослую лягушку может занять до 3 лет. Лягушки-быки довольно ленивы и неповоротливы. Обычно они просто сидят и ждут, когда их добыча сама придет к ним в лапы. После этого лягушка либо заглатывает жертву, либо запихивает к себе в рот с помощью длинного языка. Во рту у нее есть довольно острые зубы, способные нанести вред даже человеку. Особенно популярной лягушка-бык стала из-за своего вкусного мяса. Именно из-за него ее и завезли сначала в Южную Америку, в Европу, Англию и даже в Азию. Земноводное везде прекрасно прижилось и начало активно размножаться, зачастую вытесняя местные виды лягушек. Гребенчатый тритон. Еще один представитель земноводных – гребенчатый тритон. Это существо вырастает до 20 сантиметров в длину, распространено по всей Европе. Свое название тритон получил из-за высокого нароста, похожего на гребень, который вырастает у самцов на хвосте и спине до 2 сантиметров во время брачного периода. Имеет коричнево-темный окрас со светлым брюшком. Обитает в лесах возле небольших чистых водоемов. Его рацион составляют моллюски, головастики, рыбная икра, личинки и насекомые. Из-за плохого зрения тритоны вынуждены часто голодать. Они не всегда могут ловить себе добычу в нужном количестве. Тростниковая жаба ага. Этот крупный представитель класса земноводных обитает в субтропической и тропической зонах. Имеет плотное телосложение, короткие лапы, бородавки на теле и ядовитые железы. Питается всем, что шевелится. Рептилиями, грызунами, птицами, летучими мышами, может питаться кормом для животных, некоторыми растениями
растениями и даже бытовыми отходами. В природе жаба-ага может жить до 15 лет, в зоопарках до 35 лет, вырастает до 15 сантиметров. Отдельные крупные особи до 24 сантиметров. Жаба-ага считается одной из самых ядовитых. Выделяет яд из желез, которые находятся за глазами и по всему телу. Жаба-ага ведет наземный ночной образ жизни, только в период размножения переходит в пресные водоемы, может жить в соленой воде. В 19 и 20 веках жаба-ага была расселена человеком по всему миру для борьбы с грызунами и насекомыми, после чего сама стала вредителем. В некоторых регионах Австралии ага наносит серьезный ущерб, поедая и отравляя местную фауну. В случае опасности эти жабы могут стрелять ядом, который способен вызвать у человека временный паралич и рвотные конвульсии. Рогатка изменчивая. Рогатка изменчивая относится к бесхвостым земноводным и вырастает до 20 сантиметров. Это отличный мастер маскировки. Во время охоты она зарывается в землю и ждет свою жертву. Ее мощные лапы и большой рот точно достигают цели, не оставляя добыче ни единого шанса. Эти существа водятся только в Южной Америке. Лягушка получила название из-за своих украшений на голове, гребня и рогов. Ведет ночной образ жизни, питается грызунами, пресмыкающимися беспозвоночными. Необычная особенность этих лягушек состоит в том, что при передвижении они не прыгают, как остальные собратья, а ходят. Прионозух. Прионозух – самое крупное земноводное, жившее на нашей Земле в начале пермского периода. Он имел длинную и узкую морду длиной более 1,5 метров с острыми зубами. Длина его тела достигала 9 метров, а весил он около 2 тонн. Это существо намного превышало размеры других известных науке земноводных. Прионозух отличался маленькими конечностями, поэтому все время проводил в воде. Внешне он напоминал современного гавиала. Судя по размерам этого существа, оно было главным хищником пермского периода и не имело конкурентов. Это был наш топ-10 самых больших земноводных в мире. Какое из животных впечатлило вас больше всего? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи на канале Фактограф.